Amazfit T-Rex, первый тест. Понеслась. Лютая автономность, более сотни спортивных режимов с отслеживанием беговых лыж и плавания. Always on display на борту, экран AMOLED. Автоопределение активности работает отлично. В Страву данные выгружают. Минимальные внешние изменения относительно прошлой модели, но серьезная внутренняя прокачка. Счастливых пользователей прошлой модели несколько тысяч. И если не вдаваться в то, что их армейский стандарт – это Филькина грамота для маркетинга, рассказывать о них будет интересно. Тем более, что в отличие от прошлого раза, их новая модель пережила все мои тесты, хотя в этот раз они были лайтовее, сыну я их не давал. Сейчас о них расскажу. Tube 826, всем привет, я Саня, вы на канале Польза.нет, мата и хамства у нас нет. Обзоры здесь максимально быстрые, если у вас возникнут по девайсам вопросы, вы всегда можете написать в мой телеграм-канал взаимопомощи. Нас там больше 5000 человек, кто-нибудь да ответит. Розыгрыши на канале Море, самые популярные, разыгрываю 5 мибендов 5 серии ежемесячно, уже несколько лет. Все условия всегда в описании к видео. А сегодня я расскажу вам об умных часах Amazfit T-Rex Pro. И сразу, основная часть ролика — это их недостатки. И это не от того, что они плохие, а от того, что их ценник подразумевает, по моему мнению, больший функционал, чем они на данный момент могут предложить. Возможно, что-то новое и прилетит при обновлениях, но я в это не особо верю. Упаковка, как и коробка из официального магазина, всегда очень приятная. Не изменяет себе Amazfit, все пакует максимально презентабельно. Из полезного внутри часы со сменным ремешком и кабель для зарядки с контактами. От прошлой модели зарядка, кстати, не подходит, в отличие от ремешка. Ремешок подходит. Тем более в новой версии ремешок стал немного жестче, и некоторым это не нравится. Но всегда можно его поменять, хотя крепление хитрое, и вам придется ремешок докупать. Стандартные быстросъемные ремешки здесь не подойдут. Рассказываю тезисно, все меню увидите в процессе. Что часов, что программа. К программе, кстати, подключаются свободно часы по QR-коду, которые вы видите на экране, собственно, часов при включении первом. Чтобы их включить, достаточно подключить к зарядке. Разумеется, с питанием. Вскрыли, подключили через QR-код к многострадальной программе ZEP, от чего многострадальной пользователи этого творения не дадут соврать, что иногда у вас на руках идеально не лагающий девайс, а иногда просто глючное творение из-за этого ZEP. К слову, в последнее время лично у меня претензий к работе данной программы не было. Все уведомления и звонки приходили с первого раза, часы не отваливались, выгружалось все быстро. Но иногда косяки бывают. Основное. Экран AMOLED, диагональ 1,3 дюйма. Аккумулятор емкостью 390 мАч заряжается на 100% с нуля за 50 минут. При полной загрузке часы живут в среднем неделю. Если обычный режим использования без ежеминутного отслеживания пульса и активности, 2 недели живут часы свободно. Но при постоянно включенном Always on Display и максимальном использовании живут они максимум 4 дня. При средней нагрузке уходит где-то 10% в сутки, так что считайте сами, насколько вы будете их загружать, настолько они у вас будут долго жить. Я уверен, что найдутся умельцы, которые и месяц с ними проходят на одном заряде. Массу и габариты устройства вы видите сейчас сами, подойдут как на тонкое запястье, так и на широкое. Мало что поменялось в принципе внешне с прошлой версии. Кнопки 4, экран сенсорный, Bluetooth 5 версии, я надеялся, что будет более свежая версия Bluetooth, но в то же время от телефона часы не отваливались и с этой. Водозащита 10 атмосфер, плавать можно, она здесь прокачалась. Защита от внешних воздействий в соответствии с армейским стандартом армии США. MIL STD 810G. Хотел бы я увидеть американского солдата с такими часиками, но что-то мне подсказывает, это в принципе нереально. Из интересного, рабочая температура от минус 20 до плюс 60, как смог, это дело проверил. Часы тесты пережили, но проверять их по испытанию под номером 516.6, механический удар с силой 40G, я не буду. Да и чтобы вы понимали, пометку соответствует MIL STD 810 ставят, если техника проходит хотя бы часть этих испытаний. Это вовсе не означает, что она соответствует всем тестам этого стандарта. Может просто пережить туман и все, и уже ставьте этот стандарт. Внутри своя ОС RTOS, из датчиков биотрекер, ППГ, датчик ЧСС, пульсоксиметр, акселерометр, гироскоп и высотомер. Можно выбирать, какими спутниками вы будете пользоваться для геолокации, на борту GPS, AdGPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Пульс при нагрузках считают часы корректно. Трек даже на маленьких кругах рисуют правильно. При звонке можно сбросить звонящего или отключить звук. В управлении плеером есть изменение громкости. Мои тесты они
они пережили, еще раз повторяю. Пульсы воздуха часы не считают, помощник каденса для бега на борту, режим кролика работает, тот, что вас подгоняет при просадках по темпу, если вы долго бежите. При плавании отслеживания пульса нет, наличие Always On Display это хорошо, тапом будет экран только несколько секунд после того, как погас, блокировки экрана не завезли, но есть выключение экрана накрытием. В душе у меня часы никогда с ума не сходили, притом без разницы какой был напор. Дневной сон считают, фазы сна считают. Русский язык, конечно же, есть. На Али продают только глобальные версии часов, циферблаты от первой версии на вторую не подойдут. Ну, можете завести их через редактор, единственное. Время работы при отслеживании GPS такое же 40 часов. 6 полей в режиме тренировки и гибкая настройка десятков параметров на борту. Минусы, по моему мнению, которые вам, возможно, будут не важны, но озвучить я их обязан. Нельзя изменять силу вибра, оно сильное, но топорное. Нет NFC модуля для оплаты, нет функции многозадачности, нет функции управления плеером при отслеживании активности. Если вы бежите, то плеером управлять часов вы не можете. Нет возможности поставить на обои свое изображение, а это даже в часах за $30 от Hale реализовано. Обзор на последние такие часики в правом верхнем углу экрана. Нет возможности подключения Bluetooth устройств, конкретно нагрудного датчика, самое важное. Также не можете подключить Bluetooth наушники и Bluetooth колонки. Нет свободной внутренней памяти для использования в качестве плеера, как во многих часах Amazfit. Нет возможности устанавливать на них программы. Нельзя скачивать и закачивать карты для ориентирования, как в Stratos 3, допустим. А программы можно было закачивать на Verge 2, кстати, и не только. Нет перманентного отслеживания кислорода в крови. Смайлы в именах при звонках не показывают, при том, что в сообщениях смайлы есть. Разумеется, нет галереи и возможности отвечать на сообщения. К слову, русский перевод адекватный. Микрофона и динамика нет. Нет даже тривиального для браслета управления камерой. И с навигационными возможностями по мне здесь полная беда. Умного будильника нет, координаты никак не сохранить, навигации по GPS нет. По мнению поддержки Amazfit, принимать душ в часах нельзя, потому что контрастные температуры повредят электронику. Дичь, но факт. Эту переписку в интернете можете найти. Главный минус – ощутимая цена. Итого, повысили класс водонепроницаемости, немного поменяли дизайн, добавили пульсоксиметр и завезли доп. Фитнес-функций. Адекватного приложения для установки сторонних дисплеев на iOS нет. Через костыли все это делать не совсем просто. По сравнению с Honor GS Pro, по мне, они уступают во многом. Но у Amazfit есть синхронизация со Stravой, плюс на 2 кнопки больше. Обзор на Honor GS Pro вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Там тоже не без недостатков, но цена адекватней. Цена глобальной версии Amazfit T-Rex Pro по ссылке в описании к видео около $180 с бесплатной доставкой. За промиками можете заглянуть, кстати, в мой телеграм-канал скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. Вроде бы на Алиэкспрессе 19-го начнется сейл, возможно, новые будут, туда скину. Резюмирую. Дорого. За эти деньги можно купить самсунговский Active Watch 2 или Stratos 3 или поддержанные Suunto или Garmin. И все это, по моему мнению, будет предпочтительнее для тех или иных задач, даже с учетом риска БУ устройств. Эту модель покупают ради дизайна. Gorilla Glass 3 версии довольно хорошо себя зарекомендовала в прошлой версии часов, и они в принципе довольно живучие. Ну а убить их просто. Достаточно дать их ребенку на пару тестов, так что если купите, аккуратнее. Как убил первую их версию мой сын, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Следующий обзор на новые беспроводные наушники Xiaomi. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментариях, у кого остались какие вопросы, добавляйтесь в мой ТикТок, ставьте лайк за труды, добра и удачи вам, дорогие друзья.